Изначально украинские фонды очень активно работают в Украине, так как у нас произошла децентрализация власти и много полномочий отошло в местные ОТГ. И на сегодняшний день не имеют права уже на, собственно, своем уровне принимать те или иные управленческие решения. Поэтому бизнесу интересно привлекать финансирование в виде кредитных продуктов, в виде привлечения инвестиций зарубежных фондов. Но, к сожалению, экспертность на местах, она оставляет желать лучшего. Поэтому в данном случае работа может быть направлена на то, что для начала нужно создать и оценить правильно потенциал региона, бизнеса и так далее. Только потом уже выводить их на привлечение инвестиций. И анализируя проекты разных сфер более 16 лет, экспертность меня в составе компании АМК, Investment Management Company, которая занимается администрированием, управлением, привлечением инвестиций и работой с ОТГ, заключается в том, чтобы найти проекты, которые на сегодняшний день могут быть востребованы рынком, как фондами, банками, частными инвесторами, бизнес-инкубаторами и так далее, определить их позицию на этом рынке и необходимость привлечения инвестиций. Во-первых, это должно быть желание развивать данный регион, это в первую очередь. Во-вторых, я бы назвала это потенциал региона. Потенциал региона имеет несколько составляющих, начиная от инвентаризации земельного ресурса фонда, от перечня проектов и объектов фонда Держмайна. Имеется в виду, что нужно провести всю инвентаризацию, дабы понимать весь потенциал. И плюс необходимость сегментирования компаний в виде отраслей. То есть сколько, где, каких компаний, что производится и на каких условиях, с кем работают, с какими странами, какие контракты заключают, какое количество банков и услуг есть на территории данного ОТГ региона. Вот, и какие особенности? То есть можно определить 5 ключевых плюсов для того, чтобы идти дальше. Если разложить это в плоскость профессиональную, то первое нужно сделать инвентаризацию, второе посмотреть это со стороны инвестора как региона, потому что на сейчас многие иностранные инвестора как раз хотят заходить в регионы, потому что там они хотели бы создать дополнительно рабочие места, стать основными налогоплательщиками и видеть результаты своего, собственно говоря, развития региона. Так как не секрет, они также преследуют свои меркантильные интересы, они хотят получать также дополнительно доход, ввиду, что в регионах более низкие заработные платы, более доступные складские помещения, производственные помещения и много очень заброшенных заводов, которые имеют ресурс по подключению электросетей, коммуникаций и так далее, но не имеют денег на реконструкцию.